В предыдущем видео мы говорили о сложностях русского языка. Сегодня мы поговорим о том, как облегчить процесс его изучения. И начнем мы с определения нашей языковой цели. Например, если мы хотим понимать на слух, но при этом наш основной способ изучения – чтение учебника, то мы явно делаем что-то не так. Что делать? Давайте разберемся. Соответствует ли ваш метод изучения вашей цели? Насколько важно определить языковую цель? И как подобрать метод, который соответствует этой цели? Итак, почему так сложно понимать язык и говорить на нем? Большинство начинающих изучение интересует говорение. При этом многие игнорируют его как инструмент освоения. Мы считаем, что к этому нас приведут занятия грамматикой и заучивание. К сожалению, с навыками так не работает, а изучение языка – это набор практических навыков. Чтение, письмо, понимание на слух, говорение. Каждый из этих навыков требует специальной тренировки. И развивается он постепенно, с опытом. Чудес не бывает. Нельзя выучить слова и правила и вдруг идеально заговорить. Если не начать говорить на языке плохо, мы никогда не сможем говорить на нем хорошо. И еще одна проблема. Каждый из этих навыков развивается не просто тренировкой, но тренировкой регулярной, ежедневной. Поэтому важно определиться с целью изучения. Действительно ли нам нужно бегло говорить на языке, или, может, достаточно хорошо понимать его и быть способным сделать свою мысль понятной? Ставя языковые цели, необходимо задуматься вот над чем. Представьте, что вы уже владеете языком на достойном уровне. Какого рода деятельностью вы могли бы на нем заниматься? Регулярно. Читать книги, переписываться, смотреть видео, слушать подкасты, общаться. Если, честно ответив на этот вопрос, вы поняли, что места для регулярного общения у вас немного, то вы не сможете ни добиться этой цели, ни поддерживать достигнутый уровень. Если не поменяете подход, либо с самого начала не пересмотрите свое языковое поведение. Если ваша цель не сдать какой-то формальный экзамен или выучить все правила русского языка, а понимать его, общаться на нем, мы вам поможем. Наш метод основан не на изучении теории, а на тренировке практических языковых навыков, понимания и говорения. Считается, что можно успешно понимать текст любой сложности, имея в багаже знаний примерно 2000 частотных слов и владея базовой грамматикой языка. Мы не будем вам давать списки частотных слов и в 100-й раз объяснять правила, от которых толку в реальной жизни немного. У нас есть кое-что получше. Мы внедрили более 3000 самых распространенных слов и структур в контекст интересных историй. Мы разработали серию простых упражнений, которые позволят вам не только запомнить эти слова без заучивания, но и внедрить их в составе базовых грамматических конструкций в вашу речь. В курсе содержится вся практическая грамматика, достаточная для общения. Это настоящее погружение, для которого не нужно ехать в другую страну, нанимать преподавателей и даже специально выделять время. Все это всегда у вас в кармане, в телефоне, в одном клике от того, чтобы немедленно начать понимать русский и использовать его. Если вы смотрели предыдущие видео, это означает, что вы прослушали урок несколько раз. Если вы не все поняли, это нормально. Вот что мы будем делать сегодня. Первое. Слушайте урок несколько раз, глядя в перевод. Ваша задача – понять аудио на слух с помощью знакомого вам языка, английского. Второе. Прослушайте урок, не глядя в текст, еще раз. Мысленно отмечайте непонятные места. Третье. Вернитесь к шагу номер 1. И задание для практических разделов эпизода. В разделе «Вопрос-ответ» старайтесь отвечать на вопросы. Пусть коротко, да, нет или даже мысленно. Ваша задача – понять вопрос и среагировать на него простым ответом. В разделе «Обратный перевод» можете пытаться переводить фразы. Если сложно, просто слушайте и повторяйте наш перевод. Ну и используйте текстовую версию в случае необходимости. Ну, а в следующем видео мы поговорим о стереотипах, которые мешают нам осваивать язык.